Слава Украине! Привет всем от Полонского. Ребята, ну, конечно, чему-то тяжело сравниться, какой-то бавовне тяжело сравниться с тем, что сегодня гахнуло во Владимирской области, где взорвался целый склад ГРАУ, и там сейчас просто Армагеддон, там сейчас все взрывается, красотища. Да, но надо сказать, что это была не единственная бавовна на последних днях. И у нас сейчас есть данные уже о бавовне, которая произошла, ну, не так давно, собственно говоря, 11 дней назад, 11 апреля 2025 года в населенном пункте Сорокин, Курская Народная Республика, друзья мои, да. Там была, знаете, ну, скажем так, менее масштабная, но не менее значимая бавовна и очень дорогая. Итак, при помощи замечательных наших ударных дронов был уничтожен комплекс С-400. С-400 российских ПВО. Ну, что такое С-400, лишний раз рассказывать не надо. Это комплекс ПВО, который, рашисты заявляют, перехватывает, ну, просто абсолютно все. Ну, кроме тех дронов, которые по нему летят, конечно. Вот, абсолютно все, включая баллистические, от дронов до баллистических ракет. Противоракеты, для которого стоит огромных денег, а сам он в сборе стоит 1 миллиард 200 миллионов долларов. Ну, это как бы базисная цена, может быть чуть больше, может быть чуть меньше, но вот 1 миллиард 200 миллионов долларов это цена С-400 комплекса. Вот. Туда прилетело несколько наших дронов и уничтожило там следующая пепелация. Это по признанию самих рашистов. Первое, это командно-штабная машина, которая управляет всем комплексом этим, а также осуществляет коммуникацию с другими объектами ПВО в этом районе. То есть это очень дорогая вещь. Чего не коснись, оно все здесь стоит сотни миллионов долларов. Команда штабная машина Р-149 АКШ-1. Название же у них, конечно, тоже. Второе, это тоже очень дорогая вещь, это радиолокационная станция 96 Л6-1В. Это станция, которая, собственно, занимается обнаружением объектов, которые после они будут сбивать. Дальше, уничтожены 2 пусковые установки для ракеты С-400. Всего их может быть в этом комплексе, ну, от 2 до 8 штук, в зависимости от комплектации. И 6 зенитных управляемых ракет к этому же комплексу С-400. Естественно, все это дело вместе с экипажем. Вот. Каждая из таких ракет стоит денег. Единственное, что там как бы не хватает до полного комплекса, возможно, этих пусковых установок было больше. А может, они врут, что уничтожены только 2, а их уничтожено больше. Тут такое дело. Вот, так что это, еще раз говорю, информация от рашистов, поэтому нужно воспринимать ее, скажем так, с тенденцией к уменьшению. Они говорят, всегда пытаясь преуменьшить. То есть, если что-то уничтожено в хламину, они говорят повреждено. Если там, например, 2 пустовые установки шлепнули, значит, их шлепнули 4, а может и 6, а может и 8. То есть, вот так вот. Вот, все, если пишут, что 6 ракет было, как говорится, на установках, может, их было 16, кто его знает. Вот. Ну, вот, по крайней мере, такая информация. Еще раз говорю, тут даже дело не в том, сколько стоит С-400. Это очередная дырка, очередная дырища просто огромная у них в ПВО, потому что С-400 закрывает сразу всю область. Это первый момент. Ну и второй момент, иди произведи новую. Вон они Индии до сих пор производят, 5 штук не могут с индусами рассчитаться.